Я еще ничего не успел съесть, а мне уже плохо. Всем здоров. А вы можете отличить кошачий корм от детского питания? Да ну в смысле нет? Смогу ли я отличить детское питание от кошачьего корма или колу от спрайта или чай от кофе? Почему кот орет? Ответ на этот вопрос вы узнаете прямо сейчас. А сейчас, если вам понравится видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, оставьте комментарий. Так, это забрано уже? Да. Я не понимаю, где она. Рыба пойдет, да? Или колбаса пойдет? Или это рыба или колбаса? Так. Я вообще подумал, что это колбаса, вот это справа. Потому что текстура такая, она есть вот хорошая колбаса, такая волокнистая, не знаю. Вот это тяжелее жуется, вот это жуется проще. И то соленое, соленое одинаково. Я сниму, я не могу дать ответ, я не знаю, что есть семга, что есть селедка. По идее, семга это вот это, а это селедка. Но разница только в том, что просто тяжелее жуется. Семга, она такая однородная. Селедка обычная покупная, но специально засаливали, что семга по соли будет одинаково с селедкой. Поэтому семга, селедка. Правильно? В смысле нет? Неправильно. А Слева семга, справа селедка. почему я думал, что она должна быть однородная? В смысле? Это что? Даже так. Я не понимаю, что это. Я знаю, что это, но я не понимаю, что это. Если бы мне положили в рот морковь и положили бы свеклу, я бы не понял. Но вот это свекла, вот это морковь. И все потому, что я понял только по тактильным ощущениям. Морковь, она плотная, свекла, она чуть-чуть мнется. Но во рту разницы ноль. Вот просто ноль. Спрайт кола? А трубочки? О, трубочки есть. О, Подожди, это точно спрайт и кола? Ой, спрайт и... Да. Подожди. А это как? Когда закрыт нос, какой-то напиток более сладкий, какой-то менее сладкий. Вот этот более сладкий, правый для меня, это получается левый для вас. А вот этот менее сладкий. Если менее сладкий, скорее всего, вот это спрайт, а вот это кола. Правильно? Еще раз. Это спрайт, это кола. Мысли нет. Я слышу только вот небольшая сладость и все. То есть разницы больше нет, вкуса нет. это светада и БД, да? Ел, а вот тоже. Прям так надо. А я не знаю, что это. Это тоже, да? Самого вкуса нет. То есть, по идее, должен быть вкус. Мы когда Пробуем что-то, мы вот чувствуем майонез там более кислый, например, либо сметана более молочная. я уберу. А здесь я не знаю. Здесь единственное, что вот здесь ощущается, что оно менее жирное. Вот это более жирное. Разница только в жирности, вот текстура сама, да. Это, допустим, первый раунд, второй. Я чувствую разницу или руками, или вот плотность. То есть я делаю вывод, что скорее всего вот это сметана, скорее всего это майонез. Просто потому, что вот это более плотное. Я угадал? Да. Да. Так, самое интересное, кофе и чай заваривались одновременно, температура одинаковая, крепость одинаковая, сахара нет. Да, то есть сравним. Подожди, надо быть такого не может. А я не знаю. По текстуре одинаково, оно и то крепкое. Я вообще сначала подумал, что вот это чай, это кофе, но потом получается, сейчас, подожди. Вот когда кофе пьете, иногда кофе, особенно если там переборщить, либо если без сахара, можно такую вот ощущать кислинку от крепости. Мне сначала показалось, что вот это более крепкое, это более слабое. А потом я пробую еще раз, и я не понимаю.
Пусть будет вот это кофе, а это чай. Да ну в смысле нет? Стой! Да ну как? Йогурт? А как так-то, а? А здесь не маленький пакетик. Понимаешь, я еще ничего не успел съесть, а мне уже плохо. А что там еще достаешь? В смысле ничего совсем? Почему коты орут? Почему кот орет? Так, это финальный босс, да? А мне страшно. А я не понимаю, что это. Стоп. Если пытаться дышать через рот, Я не знаю, что это. самое страшное здесь, самое интересное, это то, что я понимаю, что здесь лежит, и мне начинает тошнить. То есть я не чувствую ни вкуса, ни запаха, я ничего не чувствую. Может быть, когда дышу через рот, когда вдыхаю, и то это было там буквально в течение секунды, я могу ощущать что-то, ну я не знаю, ну, А я не знаю. Серьезно? вот это, я думаю, детское пюре, вот это кошачий корм. Потому что вот это более однородное, оно... Сейчас я объясню. Надо хорошо почистить, потому что вдруг это реально кошачий корм. Сейчас мне пригодится вот это вот, вот это. Поэтому лучше я сейчас посижу, чуть попью. Так, вывод такой. Вот это более однородное. Оно чуть-чуть более жидкое, именно в общем более жидкое. И, наверное, зернистость чуть-чуть меньше. Но вот это, оно по сути такое же, но вот если вы картошку пюре ели, может быть, вот если плохо перемешано, иногда попадается такая вот маленькая крупинка, малюсенькая крупинка. Вот здесь мне такой попался маленький кусочек, я не знаю, он просто более плотный. Поэтому делаем выводы: детское пюре, кошачий корм. Но так как мне не потребовался мой белый друг, который подготовлен под столом, мы делаем вывод, то, что мы смогли обмануть свой мозг. А, что выберет кот? Китеныч, давай, выбирай. Сами ешьте свой кошачий корм. Ты кушай, кушай. Выводы такие. Во-первых, коту не нравится кошачий корм. Коту больше нравится детское питание. Во-вторых, на самом деле можно обмануть свой мозг. Да, по факту мы не видим то, что мы едим. Хоть выглядит это, мягко говоря, непрезентабельно. Мы не чувствуем запах. Как появляется вкус? Человек чувствует запах. Человек языком чувствует только сладкое, соленое, острое и визуально. То есть человек видит то, что он есть, мозг достраивает вкус. Я же сейчас не видел продукт, я не чувствовал его запах. В прошлом видео мы от этого кошачьего корма бегали за вот этими беленькими ведерками. Сейчас же я его спокойно съел. Если я попробую его сейчас, мне будет плохо. На, котик, на, кушай. Ты кушай, ты еще растешь. Молодец. Ты кушай, кушай. Детское питание понравилось ему больше. Я предлагаю и вам провести такой эксперимент. Вы можете просто взять, завязать себе глаза, закрыть нос, взять два похожих блюда. То есть, если, например, это кола и спрайт, это не отличить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Не надо! Я это потом выложу. Что бывает, если ты косячишь, и не надо. Одень тапок обратно. Приятного просмотра. Помогите.